Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Ну что, бояре, случилось? Явил на свет коллектив Сайберия Нова долгожданную смуту. Оправдались ли опасения? Оказались ли хейтеры правы или же они были посрамлены? Ну, те, кому довелось получить ключики за 1,5 суток до официального релиза, сообщают следующее. Большую часть времени игрокам предстоит заниматься ходьбой. Диалоги полны воды, стилизация под древнерусский говор звучит очень наигранно, сражения одноклеточные, стелс отвратительный, сюжет слишком много внимания уделяет локальным квестам и мало историческим событиям, в которых наш персонаж принимает непосредственное участие. Пресс-версия была переполнена всевозможными багами, от перекрывающих проходы NPC до непрогружающихся текстур и отказывающихся сражаться противников. И это далеко не все проблемы игры, однако при этом выглядит она действительно красиво. Правда, даже на компьютерах, превышающих рекомендованную конфигурацию, а именно проц Intel i7 или Ryzen 9, карточку RTX 3080 и оперативу в 32 габена, смута умудряется тормозить, заикаться и картавить. Ждите обзор на нашем сайте. Смута доступна эксклюзивно в VK Play. Ninja Theory, усиленно допиливающая Hellblade 2, пригласила в свой офис журналистов и дала побегать сенушкой 45 минут. И на основе этих без четверти часа пресса собрала первые превьюхи. Вторая часть будет сосредоточена на повествовании и сюжете, из-за чего геймплей порой может уходить на второй план. Сражения и головоломки претерпели изменения в лучшую сторону, хотя и не ушли слишком далеко от оригинала. Схватки разворачиваются на ограниченных аренах, и пока вы не одолеете на них всех врагов, пройти дальше вы не сможете. В каждом взмахе меча ощущается вес, а окно для отражения атаки прощает уже меньше ошибок. Но, несмотря на то, что Сенуа могут окружить сразу несколько противников, бои все равно происходят в формате дуэли. Бестиарий в игре обширный и разнообразный. Противники могут использовать как быстрые приемы на дистанции, так и идти в лобовую атаку, нанося медленные, но сильные удары. В игре появились загадки, открывающие дополнительные тропы, которые ведут к особому дереву, где вам рассказываются новые детали сюжета. По мнению автора Games Radar Plus, Hellblade 2 может стать одним из самых важных эксклюзивов Xbox Series. Новая Hellblade будет выжимать из Unreal Engine 5 все соки, дабы мы получили максимально атмосферную картинку. Чтобы все выглядело аутентично, команда изучила технологии строительства X века, чтобы правильно сконструировать сооружения в игре. Все движения героини выглядят естественно, что неудивительно, учитывая, что на их запись было потрачено в 35 раз больше времени. Senua's Saga Hellblade 2 выйдет 21 мая на ПК, Xbox Series, а также в каталоге Game Pass. Более подробно с материалами превью можете ознакомиться по ссылке в описании. Есть игры без монетизации, есть игры с монетизацией, а теперь вот будет и игра, с почти монетизацией. Руководитель Stellar Blade заявил, что монетки в проекте как бы нет, но если вдруг получится устроить хорошую коллабу с кем-нибудь, то контент по мотивам этого кого-нибудь собираются продавать за денежку. Также глава студии упомянул недавнюю реакцию западной прессы на нарочитую сексуальность главной героини Stellar Blade. Он лишь надеется, что игру будут воспринимать как простое развлечение. Ну и наконец стало известно, что после релиза игру ожидают апдейты с новенькими костюмами, а в случае с данным проектом это критически важный контент, и новая игра плюс. Stellar Blade выйдет 26 апреля, пока только на PlayStation 5. В позапрошлом выпуске была новость о том, что создатель трилогии Dragon Age взялся творить новый проект. Так вот, подоспели первые подробности. Фэнтезийный мир Eternal Strands получит название Анклав. На игрока возлагается миссия одолеть 9 боссов-гигантов. В свежем видео подсветили одного из них, 25-метрового ковчега кузни, так его зовут. Он вооружен огненным молотом, поджигающим окружение, а как мы помним из анонса Eternal Strands, огонь в игре живой и может выжечь вообще все вокруг. На стихийные эффекты влияет также и погода. Во время засухи сражаться с ковчегом еще более опасно, а вот мороз, наоборот, его ослабляет. На великана можно взобраться, однако он будет пытаться вас стряхнуть или раздавить. Эти полифемы не стоят на месте, дожидаясь героя, а бродят по всей карте. Так что можно подгадать момент и схлестнуться с противником в менее опасных условиях. Но не сражаться же с поджигателем в лесу. Eternal Strands запланировано на 2020
2025, платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Русский язык в списке локализаций не указан. Крупный апдейт вот-вот настигнет ремейк System Shock. Студия Night Dive рассказала, что он будет в себя включать. Во-первых, возможность играть за женщину-протагониста, которую обещали еще 8 лет назад, когда проект собирал средства на Kickstarter. Финальную схватку полностью переработали и добавили в нее новые механики. На легком уровне сложности играть станет еще проще. Теперь у вас будут указатели, направляющие к текущей цели. Некоторые враги получили новые атаки и иные способы перемещения. Кроме того, разработчики подтянули оптимизацию, внесли ряд изменений в баланс и еще много чего помельче наворотили. Патч 1.2 появится 11 апреля на ПК, и в этот же день стартует двухнедельная акция, в течение которой ремейк System Shock можно будет купить всего за полцены. На консолях игра стартует 21 мая с обновой на борту. Тактическую ролевку Flint Treasure of Oblivion представила студия Savage Level. Разработчики намереваются поведать нам историю о приключениях капитана Флинта вместе с его помощником Билли Бонсом. Кэп со своей командой отправится искать легендарное сокровище. Авторы хотят изобразить эпоху пиратства правдоподобно, используя исторически достоверные костюмы, язык и оружие. Сюжет будет подаваться через анимированные комиксы. Сражения в игре пошаговые. Работая над ними, Savage Level вдохновлялись настольными ролевыми играми с использованием кубиков. И в Капитане Флинте эти кубики вместе с самими бойцами мы сможем улучшать. Также разрабы упомянули тактическую фазу с картами способностей. Flint Treasure of Oblivion выйдет в конце 2024 года исключительно на ПК. Серия Gears, она же Gears of War, скоро получит новую номерную часть. Правда, это не официальная инфа, а слухи, держите это в уме. По словам журналистов Джеффа Граба и Тома Уоррена, первые новости о 6-й части должны появиться ближайшим летом, видимо, на одном из крупных летних игровых шоу. Никаких подробностей сейчас нет. Прежде чем студия Monolith взялась за Middle-earth Shadow of Mordor, у команды вообще-то в планах была иная франшиза – Бэтмен. Разработчики даже успели создать несколько прототипов. Они датируются аж 2010-м, но всплыли в сети только сейчас. Игра носила кодовое имя Project Apollo. Она должна была стать частью трилогии фильмов Нолана о Человеке-летучей мыши, хотя и недословным ее пересказом. Планировался открытый мир, всевозможные гаджеты, стелс, детективные элементы, а механики боевой системы ожидались в духе Бэтмен Аркхэм. И именно в монолитовском Бэтмене должна была дебютировать знаменитая система Немезис, благодаря которой враги помнят о прошедших столкновениях с главным героем. В конце концов, все порешило издательство Warner Bros. Две близкие франшизы ей были не нужны, и все наработки в итоге пересобрали под сеттинг Средиземья. И напоследок косари. Их на этой неделе получает товарищ Зельцер, который порадовал новым балдежным блогом об игровой музыке. В этот раз он обратил свой взор на неповторимый саундтрек Hotline Miami. А следом за Зельцером я вручаю награду друже Кивлову, поведавшему подробнейшую историю олдовой дилогии игр Crusader No Remorse и No Regret. Обе работы снабжены видеоверсиями, так что обязательно зацените. Победителей жду у себя в личке. Ну а на этом все. Больше новостей, как всегда, ищите на сайте stopgame.ru. Там регулярно появляются и свежие материалы от наших авторов, так что не прощелкайте. Приятного аппетита, не болейте и хороших вам выходных.